Две самые почетные профессии в нашей стране – бандиты и полицейские. А технологии нам не нужны. Технологии мы цап-царапнем. Он тоже рэкетом занимался? Или не совсем? Ну, я не знаю, чем он занимался. Чем-то он занимался, во всяком случае, то на Мерседесе дорогом приедет, то там в метрополе они день рождения справляли, там человек на 200. Вымогательством я занялся где-то с 92-го. Вот, то есть в течение 8 лет я был не самостоятельной фигурой, а возглавлял отдельное звено в составе этой достаточно известной группировки. Мы заполняли вакуум. Мы осуществляли охранные функции, переговорные функции. У меня с огромным количеством бизнесменов были прекрасные настроения, мы там ходили друг к другу на дни рождения и так далее, и которые совершенно искренне считали, что я им помогаю. Бизнес нас больше не нуждается. Народ нас больше не считает Робин Гудами. Менты нас больше не считают какими-то партнерами, с которыми там можно поделить коммерсантов и так далее. Народ и не считал вас Робин Гудами. Народ считал вас рэкетерами. Но ты не упомянул один момент, то что рэкетом занимались с позволения спецслужб. Только с их разрешения и одобрения можно было заниматься рэкетом. Если бы только они захотели, никакого рэкета не было бы и в помине. Мы этим гадам покажем, да? За нас. Прости, Артура. Я тебе ничем помочь не могу. У тебя теперь новая защита. Саша Белый. Что? В вопросе с алюминием только он тебе помочь сможет. И запомни, это без вариантов. Ну, здесь они хотя бы честно показали, что представитель спецслужб принимает сторону рэкетера, а не бизнесмена. А почему он так делает? Ну вот почему. Сотрудничество с нами процесс обоюдный. С одной стороны, вы можете рассчитывать на нашу помощь в критических ситуациях. С другой, мы будем предъявлять к вашим действиям свои требования. Процесс обоюдный. Вам разрешаем заниматься рэкетом, но к вам предъявляют свои требования. А какие к вам предъявляли требования? Вот если бы ты об этом рассказал, ты бы принес добро своему народу. Они стали бы просыпаться от этой блатной романтики. Если бы услышали от реального человека, участника этих событий, как это все работает, взаимодействие между бандитами и спецслужбами. Но тебе, я думаю, нельзя об этом рассказывать, тебе заказали сказку про Робин Гуда. Зачем ты принял участие в этом репортаже? Какая у тебя мотивация? Там есть сноска в этом видео. Михаил Орский, бывший криминальный авторитет, автор книги «Путь русского гангстера». Ты хотел прорекламировать свою книжку. С точки зрения бизнесмена это разумный ход. Но из материального интереса ты принял участие в зомбировании населения нашей страны. Ты внес свой вклад в то, чтобы молодые пацаны, как мотыльки на свет слетались и превращались в расходный материал. Я вообще шпана. Шпана кто это? Шпана это тот, кто носит восьмиклинкой, понял? Как носит? Восьмиклинка. А что такое восьмиклинка? Ты что, не знаешь? Нет. Ты вообще что на будущее смотришь? Кем ты будешь? Я буду вор в законе. Что Да. ты хочешь? Как звать еще тебя? Меня зовут Жена. Женя, да? Если из этого пацанчика сделать расходный материал, в этом есть и твоя заслуга. И твоя, Саша Сулим, и твоя, Алексей Пивоваров. Благодаря вам, в том числе, эта машина, которая перемалывает людские судьбы, исправно функционирует и приносит огромные дивиденды своим хозяевам. Общий нарратив вашего видео следующий. Те, кто живет по воровским понятиям, они кристально чисты, ведут себя достойно, руководствуясь принципами справедливости и нравственности. Воровская идея наделяет их духовной силой, благодаря которой им не страшен никакой беспредел. Именно такие слова там разнесены, и воровская идея буквально названа там духовной силой. Эта картинка, которую вы нарисовали, она не принесет народу России блага. Она будет затуманивать разум и превращать людей в зомбированную, легко управляемую массу. Давайте сравним эту картинку с тем, что собой представляет воровская идея в реальности, с тем, как она проявляется в реальных ситуациях. Я приведу сейчас один эпизод, который имел место в московской тюрьме. Это было в этапной камере. Этапка — это такое место, где все ждут этапа, каждый в свою сторону.
Так получилось на тот момент, что в этой камере ждали этапа сразу около 10 человек грузин, и они все называли себя бродягами. И должны были этапировать Грузию. Шеварднадзе был у них тогда президентом. Я здесь не акцентирую внимание на национальности. Это все имело место по стечению обстоятельств. Но я хочу показать, что себя представляет человек, который выбрал морской уклад жизни, какие у него моральные устои, совпадают ли его моральные ценности с теми, которые присущи вам. Если вы будете руководствоваться художественными фильмами и такими репортажами, то вы для себя примете такое решение, что те же ценности, которые исповедует воровская идея, они присущи и вам. Но эти сюжеты, которые нам показали, они замалчивают одну деталь, что порядочность в вашем понимании и порядочность в понимании воровского уклада жизни – это кардинально разные вещи. Если вы разберете одну ситуацию из тех, которые там происходят, причем это обычная каждодневная рутина, это взаимная ненависть, раскапывание компроматов друг на друга, я думаю, что вы проснетесь и скажете для себя: нет, это не мои ценности. Я примерно опишу, кто такой бродяга. Это высшая ступень в этой иерархии, то есть это стремящийся по воровской жизни. Можно сказать, что это будущий вор в законе, если он до этого дойдет. Что сразу бросается в глаза в его поведении? Это высокомерие и завышенные требования. Тон разговора высокомерный, в большинстве своем даже хамский. Не со всеми, конечно, но если это обычный мужик, который не лицемерит, не пытается подстроиться под систему, не произносит красивые фразочки типа «людское, воровское – это святое», к такому мужику однозначно хамское отношение. Аргументируется это примерно так. Я бродяга, это мой образ жизни, осознанно выбранный. Это мой дом, я здесь живу. То есть тюрьма – это дом для бродяги, а мужики, они как бы в гостях. И поэтому должны вести себя как гости. В ростовской тюрьме этапка была в подвальном помещении, старое здание, полукруглые потолки, по бокам площадки верхние и нижние, и в конце решка, то есть окно с решеткой. Бродяг было, как я уже сказал, человек 10, может чуть больше, и они все очень комфортно расположились на верхних площадках. Между ними еще оставалось расстояние, полотенчики постелены, а внизу было человек 50 мужиков. Мне вспомнилась одна фраза, которая произносится при удобном случае. Мужики – это фундамент воровского. Вот он ваш фундамент, 50 человек на нижней шконке. И вы все это называете духовная сила. Самым авторитетным среди бродяг был Гогги. К нему все прислушивались, обращались к нему за советом. И когда заехал этап, несколько человек сразу шли, они обратились к нему за советом. Среди них был один молодой пацан, Артем. За ним имелся проступок. Он был в красной зоне и там одевал повязку. И они хотели, чтобы Гогги им объяснил, как им себя вести, что им делать с этим Артемом. И Гогги обращается к этому Артему, спрашивает: ты что, повязку одевал? Он отвечает: да, он там все одевали. И Гогги берет тапок, пренебрежительным тоном говорит ему: повязочник, и бьет его тапком по щеке несколько раз. Артем спрашивает: за что? Гогги говорит: ты что, не понял, за что я тебя ударил? И начинает его поучать, рассказывать за людские традиции, что приемлемо, что неприемлемо, как должен вести себя порядочный арестант, ну и так далее. Поступил ли он достойно? Конечно, нет. Он унизил человека, который ни в чем не виноват. У этого пацанчика не было ни единого шанса сделать все правильно, когда его отправили в красную зону. Потому что он никогда не был в зоне ни в черной, ни в красной. И он не знал, как себя вести. Но никакие обстоятельства не принимаются во внимание. Русская идея,
которую нам пытаются преподнести как духовная сила, это на самом деле программа самоуничтожения. В этой программе нет функции проявить гуманность. В этой программе есть функция найти компромат. В соответствии с этой программой, те, кто там находится, должны быть уязвимыми и легко управляемыми. Эту ситуацию можно легко разобрать и понять, кто является автором сценария всего, что происходит, кто является бенефициаром русской идеи. Вот это Гонки, вот это пацанчик, которого он ударил. Это ФСИН, это спецслужбы. Случилось следующее. Сотрудники ФСИН подарили Гонки компромат на этого пацана. Они говорят: смотри, Гонки, мы сделали так, чтобы он поскользнулся. Теперь ты можешь его сожрать. Жри его. Но если мы захотим, мы сделаем так, чтобы ты поскользнулся. И тогда сожрут тебя. И у тебя не будет никаких вариантов соскочить. Поэтому ты всегда будешь искать компромиссы. Не мы будем искать компромиссы, а ты будешь. Потому что мы всесильные, а ты беспомощный. Благодаря твоей воровской идее. Честно говоря, она не твоя, она вот их. Вам надо принимать предложение Луки. Слушайте, вы, по-моему, везде сущие. Я только сам с утра узнал, а? Обычное оперативное мероприятие. Для того, чтобы было ясно, я повторюсь. Вам надо принять предложение воров. Вам надо принять предложение воров.